Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 14 серия аниме «Волчий дождь». Так. Ну, буря, метель — это неотъемлемая часть этой истории. Если они куда-то идут, теперь они впятером, к слову, то всегда метель, через метель. Какой он раздражительный. Киба. Ой, Блю вместе с ними. Киба! Подожди, черт тебя дери! Ты слишком быстро идешь. Давай отдохнем. У нас нет времени. Да подумай, черт побери! С нами девушка и ребенок. Хиги, мы тебя слышим. Не волнуйся за меня, я справлюсь. Я тоже. Да он просто сам отдохнуть хочет, вот и все. Не хочу. Просто... Ну, в общем, Хиги дело говорит. При таком темпе никто не дойдет. Не, ну, Я предлагаю переждать метель вон там. ну Цуме у нас всегда голос разума в этой команде. Да, у него... Тогда решено. Вы до укрытия продержитесь? Кто бы говорил? Он самый угрюмый, но, по крайней мере, Да уж. сам тоже устал. Хиги. Идем. Давай, давай, ты, может быть... Ну, короче, у них там, знаете как, у них там Цуме типа как старейшина, а Киба вожак, но вот этот старейшина. Рассвет уже скоро. Подождем здесь до утра. Давай, Киба. А пока отдохнем. Ну да, как раз метель уляжется. Поспать надо. Уже почти улеглась. Идемте. Уже можно. Заколебал. Только мы не готовы идти. Да, никто. Я готов, и я пойду. Я справлюсь. Да, пойдемте. Сели. Не иду. Я останусь до утра. Я понял. Киба! Пусть идет. Ну, У него сейчас в голове только Чеза. Есть такое. А с ним мы или нет, ему не важно. Далеко не уйдет, догоним его попозже. А сейчас не Это- думайте ни о чем и спите. Цуме невозмутим, как всегда. вы уверены в Легли. этом? У него это не первая одержимость. Есть такое. Не, все равно бежит в полную силу, а. Ну ему не впервые такие страшные дистанции преодолевать с таким, ну... Ну да, перешли к ним. К слову, как эта машина едет через такую бурю? У меня реально вопрос такой. Никакой дороги нету, тем более расчищенной. Вообще дороги нету. То есть, надо полагать, что шарфик тебе не понравился. Жаль. Мне показалось, он тебе пойдет. Ну, нет так нет. Да ладно. Я так рад за них. Я ж прям... Глупый. Ешь. Чеза. Она была создана из лунного цветка при помощи алхимии. Мы в курсе. Ее создатель Дарсия I. Да. Лорд Оакам украл ее и отдал нам на исследование, чтобы мы смогли пробудить ее и найти дорогу в рай. Интересно. Рай. Это мир, в котором правят волки. Это В мы... нем растут лунные цветы, и на их запах оставшиеся на земле волки придут в рай. Да. Примерно это мы в курсе. Это мы знаем. Чё остановились-то? Почему остановились? И ты знала обо всем этом с самого начала? Тогда откуда? Минутку. То есть в замке, куда мы едем? Чеза сейчас, да? Она там сейчас. Мир волков. М? Если это рай, то я лучше прямиком в ад, если вы не возражаете. Заколебал ты. Не спали? Слишком холодно.
трезвеешь сразу. Книга Луны не просто красивая сказка. Да мы поняли. Может и так. Но если и правда, что мы, люди, можем сделать? Тоже это правда. Все от волков Я зависит. никогда не прощу волков. Даже если они настоящие хозяева этого мира, ничего не меняется. Я буду уничтожать их всех до последнего. Да даже я уже понял со стороны... Ну, ладно, хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Очень такой момент, это... Он не понимает. Я-то уже понимаю со стороны, что волки вообще ни в чем не были виноваты тогда. Хотя мы уже тут в этой истории таких волков повидали, что я бы не удивился. Но, скорее всего, это не так. Ты что, добрался на своих двоих уже? Обфонареть. Ну ты даешь. Он добрался. Он добрался. Он добрался до этого чертового проклятого замка. Я балдею. Все-таки добрался. А те его не догнали, что ли? Так, видимо, тут Дарсия сейчас сильно горюет. Хотя я немного, знаете, вот был такой момент, я немного не понял, от чего она умерла. Хотя бы как-то Дарсия, поменять. крепость проник. Волк. Да ладно. Да. Добрался. Я потерял тебя, любимая. И рай мне больше не нужен. Ну, Но все же... Волчий глаз, в нем стучит кровь. Почему? Откуда это чувство, пугающее до ошеломления? не понял. Возлюбленная моя, Хамона, скажи мне, что мне... Слушайте, вот тут, если честно, такой интересный момент. Сейчас как Дарсия поступит, мне очень интересно, как его внутренний конфликт будет сейчас развиваться. Вот очень любопытно. Круто. Он здесь. Здесь. Я балдею. Как он сейчас один на один против него пойдет? Хотя сейчас внутри нету такого... Эти пришли. Это крепость Дарси. Она В самая. таком месте они просто обязаны быть. Кто обязан? Призраки проклятых аристократов. Да ну хватит нести чушь. Вы уверены, что ваша девочка там внутри? Нюхаем. Запах лунного цветка. Слабый, но я его чую. Он унюхает. Ну ладно, ребята, давайте вперед на подкрепление, потому что Киба там сейчас будет огребать не по-детски. Кажется, кто-то успел до нас. Эти тоже здесь, твои. А, вот это круто. Вот это, вот все, объединены, вот сюжетные линии объединены, погнали. Учуяла хозяина, но она знает. Папаша. Да что с тобой такое? Идем! Ребята, вам бы стратегию придумать. Вы идете на вражескую территорию, к чуваку, который вас из лазеров поимел. А кто такие эти аристократы? Картинки. С упадком цивилизации пропали почти все книги, в которых они упоминались. Но кое-что мы знаем. Говорят, что задолго до того, как мир стал таким, как сегодня, Процветал. они создали невероятную цивилизацию. С помощью своей великой алхимии они прокладывали пути к звездам и открывали пути в пространстве и времени. Да ладно. Но все исчезло в один миг. Никто не знает, что случилось, но множество людей исчезло. О, А все достижения алхимии стали секретным знанием аристократов, интересно. недоступными никому из обычных людей. Это случилось более 200 лет назад. Это Красная Луна А сейчас. теперь этот мир 200 лет назад. медленно умирает. Вместе с Красной Луной. Он здесь. Что, уже прибежал? Вооружался. Киба, Привет. Ну? Где он? Я-то надеялся сейчас на эпические взгляды врагов. Куда ты так летишь? Он здесь. Папаша здесь. Ты так хочешь,
его увидеть? Ну а чё? Она выросла на его руках, как бы. Нет. Лучше его не видеть. Может, он ищет тебя? Волнуется, Тебя, Блю. как воспримет. Понимаете, да? И Увидит. что с того? Тебе опять захотелось походить на поводке? Заколебал ты тоже. Эй, хватит! Ты даже не знаешь, каково это. Ну еще бы. Я-то на поводке никогда не ходил, Не-не-не. в отличие от вас. Так, по порядку. Сейчас у нас по плану Киба и Чеза. Да. Запах цветов идет оттуда. Ну вообще да, правильно. По порядку. Это чё? Посмотрите, посмотрите, а. Вообще такие... Значит, культ волка? Культ Это волка. не просто анималистический культ. А ну-ка. Я думаю, что мир разделился на то, что люди могут увидеть, и на то, что мы почему-то полностью перестали видеть и понимать. Чего? Я уверена, что животные это знают. И волки тоже? Ну они же животные. Близко. Это ты с чего вдруг? У меня врожденная аллергия на волков. Понятно. Значит, они где-то там. Вообще-то на собак. Это кто? Спасибо твоей аллергии. Пожалуйста. Белый волк, к слову. И такие вообще окна использовались всегда для пересказывания каких-то библейских сюжетов, кстати, вот такие. Потом объясню. Не просто так, окно роза есть, Нотр-Дам-де-Пари, вот такие. Из красивых стекол сделанные. Чеза! Ну сейчас-то какой смысл? Сейчас-то какой смысл? Ты что, обезумел и хоть захотел все уничтожить? Не, такой тоже может быть вполне популярный вариант, когда злодей теряет что-то. Теряет что-то. О, позвоночник, короче. Вы понимаете, вот бывает такое, что когда... Это меч у него в руках? Круто. Он его поцарапал. Они друг друга поцарапали. Ау, это именно символизм. Это... мстить, волк. Ну, за прошлый Чезу. раз. Не тронь. О, как. Чеза. Всего лишь воплощение лунного цветка, который создали мы. Почему же ты так хочешь забрать ее себе? Так, ты должен Я не знать. знаю, кто вы такие. И мне плевать на это. Чеза покажет нам путь в рай. Да, он в курсе. Ты волк. Если бы не вы, ничего бы не началось. О чем это речь? А вот это очень интересно. Что вообще началось и при чем здесь волки? Почему Что это? положили начало? К чему, интересно, а? Постепенно лор раскрывается. Поговорим в обзоре. Вы смотрите, а? Жестко обранивает. Ты и твои собратья украли у меня все. А ты ничего не виноваты. А взамен дали проклятие, боль, страдания. Ты что они И сделали? этот глаз стал волчьим. Да что они сделали такого-то? Все это цена за проклятие рая. А теперь все, что я чувствую, это отчаяние. Ну да, он хочет просто вот все Нет. истреблять. Чего ты вообще хочешь? Да, у меня тоже вопрос. Ты нашел то, что искал. Нашел рай. Нет. Мы найдем его. Да. Несмотря ни на что. И что же вы думаете найти в раю? Будущее. Хорошо сказано. Будущее. Ни надежду, ни отчаяние. Будущее. Буду. Классно. Ничего больше. Красиво сказано. Будущее. Интересно, интересно. Можно... Мне больше не нужно. Никакое будущее. Да мы в курсе. Черт. Нам сейчас ты не нужен. Вот прямо сейчас тут своя перепалка. Не надо сейчас стрелять. Да, у нас тут, мягко говоря, дилемма. Кто, кого, почему и зачем хочет убить. Да.
Я сейчас не удивлюсь, если узнаете, что Хамана можно воскресить, если честно. И... Чертов волк. Не надо! Красиво выглядит, кстати, Блю с Кибой. Блю! Кива! Опа, на атака. Я кое-чего не понял. Они же напали уже. Или они отошли, чтобы... Дарсия вернулся. Ну все, сейчас начнут бомбить его дом. Короче, они ему оставили послание, но почему-то сами ловушку не оставили. Они решили его дождаться и разбомбить его. Понимаете, подвести. Это свои терки между аристократами там. Чеза! Давайте, вытаскивайте ее отсюда. Зачем? Зачем ты так, О, Блю? господи, и потом будешь решать, вас бомбят вообще-то. Чё вы там стоите? Квент! Квинт, вали. Ну да, у него сейчас моральная дилемма. Это единственное родное ему существо. Но сейчас не время. А ее вытаскивать, интересно, будут, а? Этот должен сейчас, это Дарсия должен ее вытащить. Но она, как бы, как я понял, труп. Или нет, потому что я предполагаю, что, может быть, его возможно спасти. Давай, давай, выходи. Я за тебя тоже как бы болею и, если честно, сочувствую. Красиво. Прямо классный символизм. Прямо его мечты развалились на вот 1000 осколков. Круто. Красиво было. Ага. Джагара! Сюда! Мне кажется, это не... заговорил. Волк заговорил. Не сработает. Эти твари приспособлены драться с ними. Именно с волками. О, нет. Этих взяли. И Блю тоже. Вот этих взяли в плен. Киба! Не надо! Вот именно, не надо. Он напролом сейчас идет. Он сейчас напролом будет идти. Квинт. Квинт. Ау, ну. Еще сейчас будут. А, этих забрали живьем. Ее хотели забрать живьем, видите? Кстати, понятно, кстати. Киба! Да. Да ладно, а он сейчас что, будет... он сейчас будет что, на своих 4 догонять их, а? Он их не догонит. Но он их никак сейчас, все, а их забрали. Ну это бесполезно. Ну он такой... Ну вы знаете, какой он упертый, а он сейчас будет просто вот из принципа сейчас прорываться к ним. Слушайте, аж прямо под этой музыкой так прямо смотрю с надеждой, прямо, знаете, прямо одновременно, ну он не сможет, но его прям вызывает восхищение, его прямо упорство. Обожаю вообще вот из-за этого. А, это вообще отдельный чувак. Его сейчас вот... О, из него сейчас из всех прямо стволов будут бомбить. Он сейчас кончает собой. Вот он сейчас кончает собой. Ну... И... Ну... Знаете, под музыку эту должны были его разбомбить сейчас. Вот. Потому что, ну, это закон такой, понимаете? Если музыка такая оканчивается и прямо... Все. Дарсия, значит, погибает. И весь его особняк, дом и его надежды, все уничтожено. Не понял. Не понимаю. Это вроде бы... Немного не понял. Что это было в конце? Я не понял, он что, свой дом подорвал? И всех с собой унес? Да, да. Только понимаете, в чем дело? Снова сказывается... малый бюджет сказывается. Не смогли нарисовать хороший взрыв, и поэтому вот сделали вот с таким сиянием, понимаете? Киба!
Да. Парень, бог знает, может быть... В плен он точно не попал. Возможно, попал под раздачу. Ну, Киба по-любому в живых. Только где он, бог его знает. Да. Знаете, как бы сказать, это уже где-то половина. И произошла очень интересная ситуация. Вообще, в основном, вот как для меня эта серия что означает? Для меня эта серия означает как бы конец первой части данной истории. Потому что на этой части, как и в первых 3 сериях, сложились все сюжетные линии, которые здесь есть. Они все пришли в одну точку, и произошел такой, ну, скажем так, очень интересный бой между вот, всех со всеми. Но теперь снова вот сейчас что-то произошло, и теперь у нас, у каждого, точнее, из них другая цель. Вот примерно так я это вижу. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код GIES уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Итак, дорогие друзья, ну что ж, добрались до замка Дарси, дворца. Да, и Дарси, мягко говоря, повел себя как каноничный злодей. Вообще всей аниме-индустрии. Если у чувака что-то отняли, все, нет надежды, значит он должен весь мир прихватить с собой и уничтожать все на своем пути. Ты волк. Если бы не вы, ничего бы не началось. И твои собратья украли у меня все. А взамен дали проклятие, боль, страдания. Все, что я чувствую, это отчаяние. Знаете, прямо вспоминаю одного персонажа из моей любимой серии игр Final Fantasy. И те, кто меня давно смотрят, я парочку раз упоминал ее. Конкретно сейчас вспоминаю 9-ю часть. Конкретно вспоминаю главного антагониста Кужа. Господи, и честно сказать, я до сих пор не знаю, как правильно его назвать. Кужа или Куя, или как его правильно называть, я до сих пор не знаю, представляете? Смысл в том, что у него была конкретная цель, но когда он был вот в шаге от этой цели, он, узнал, что у него отмерено очень ограниченный срок жизни. Потому что он был искусственно создан, и выяснилось, что его создатель ему поставил, скажем так, таймер. Он из-за этого капец как расстроился и решил захватить с собой абсолютно весь мир. Но не только мир, а еще и время, пространство и вообще все. Если он не существовать не будет, почему весь мир должен существовать? Вот примерно вот Дарси, злодей из, такой антигерой из такой серии, который вот потерял все, что хочет, все, что хотел иметь, он потерял абсолютно, и вот пусть теперь все горит, вот все теперь пусть горит, вот примерно такой. Теперь, что касается замка, конкретно замка Дарси, мы там видели очень красивые рисунки. Эти рисунки показывали нам прошлое, и мы там видели очень красивые, скажем так, иллюстрации, показывающие, что раньше, точнее 200 лет назад, весь этот мир был
очень красивые цивилизации, очень прогрессивные цивилизации, которые могли уже космос покорять. Там были, насколько я помню, ракета была с такими, знаете, радужными крыльями. Очень красивая была картина. Также была Красная Луна. И все выглядело очень красиво, сказочно, ну и футуристично. То есть вот с помощью алхимии они добились просто гигантского прогресса. Но, как я понял, из-за этого гигантского прогресса весь мир погрузился в хаос. Знаете, вот из-за того, что там сказали, что благодаря алхимии вот 200 лет назад все научились даже и пространство, и время прорывать. Вот это меня породило некоторую уже теорию в голове. Смотрите, что если 200 лет назад как раз все это началось? То есть вот то, что произошло, вот прорыв времени и пространства, этим что-то, нечто наказало мир. И этому миру отведено теперь очень мало времени. Но также появились волки, и династия Дарсии после 200 лет назад, после вот апокалипсиса, или бог знает, что там произошло, они пытались вернуть, не знаю, то время, или даже не знаю, как это назвать. Возможно, знаете, мир умирает, и как бы Дарсия, вот династия его работала над тем, чтобы его реанимировать, мир. И вот такая легенда родилась, что волки приведут людей в рай вот 200 лет назад. Не знаю, это пророчество было либо записано, либо что-то еще. Но Дарсия также здесь сейчас заявил, что все началось именно с волков. То есть волки в чем-то виноваты были или что. То есть нам еще впереди полно загадок. Также еще раз хочется подчеркнуть насчет окон, которые были у Дарсии. Ну, это готический стиль, которым пропитано данное произведение. Готический стиль, которое сделано из очень красивых разных разноцветных стекол. В этих разноцветных стеклах всегда рассказывалась какая-то история, в основном библейская. Вот именно для этого и предназначены такие стекла в разных церквях католического типа. Вот если, например, даже вспомним собор Парижской Богоматери, ну да, там Пари, там полным-полно такого добра, очень красивого. Окон разноцветных, которые рассказывают красивые истории из Библии. Что ж, также присутствовал какой-то культ волка, которым я сейчас сказать не могу, ну, там посмотрим, что да как. Дарсия нынешний ненавидит абсолютно все, чего пыталась добиться его семья, потому что он потерял любимую. Вот так. Знаете, и теперь можно поговорить на тему того, как Киба ответил Дарси, когда Дарсия спросил: «И что же вы думаете найти в раю?» В раю. Вот что ты хочешь от рая? Вот что это? И Киба ответил: Будущее. Будущее. Ни надежду, ни отчаяние. Будущее. Ничего больше. Знаете, вообще очень много мыслей по этому поводу, и в основном на тему того, что Киба ответил ему очень грамотно. Почему? Что такое надежда? Надежда — это возможно что-то произойдет в будущем путем твоих собственных усилий. Или вообще надеяться на что-то, не приникая усилий. То есть это либо будет, либо нет. Надежда. Отчаяние — это когда ты уже ни на что не надеешься и просто ждешь смерти. А будущее — это факт. Тем более, насколько мы знаем, что этому миру уже скоро конец, и будущего нет. А это ответ на то, что будет завтрашний день, будет дальше жизнь, будет дальше возможность прожить завтрашний день. И не в таком гнидском мире, который мы наблюдаем сейчас. Потому что как раз вот в таком мире может быть надежда, может быть отчаяние, но никакого будущего не будет. Ну сколько бы ты ни надеялся и сколько бы ты ни отчаивался. Вот поэтому этот ответ показался мне крайне приятным на слух. Киба хочет просто открыть для всего человечества по факту. Возможно, он этого не хочет, возможно, он это делает на инстинктах, но по факту его путь олицетворяет то, чтобы подарить всему миру будущее.
Если честно, понятия не имею, как вообще это собираются сделать, но нам очень грамотно пояснили. Уже намекают, что стало виной всей этой ситуации. Понимаете, да? Вот виной всей ситуации в мире. И что можно сделать? Уже потихонечку просветляется. На самом деле, мне вообще вся эта ситуация, да, вот вообще исторический лор, который нам сейчас рассказали, мне напоминает ситуацию, ну, точнее, мифы, легенды об Атлантиде. И, ну, если честно, хочется посоветовать, я просто обожаю этот мультфильм «Атлантида. Затерянный мир». Если честно, я вам хочу кое-что сказать. Вот диснеевцы вообще тупые идиоты. По одной причине. Я вообще люблю диснеевский мультипликационный, диснеевский кинематограф. Не поймите меня неправильно. Но вы понимаете, что они экранизируют то, что не экранизируемо. А у них на руках офигенный мультфильм, который можно отснять, потому что он напрашивается на экранизацию. Я про Атлантиду, Затерянный мир. Ладно, это лирическое отступление. Вообще, это так, мои хотелки. Я хотел вот что подчеркнуть, что в разных легендах про Атлантиду, и в этом мультике «Атлантида. Затерянный мир» об этом рассказывается. Кстати, показано, что великая мощь, которую не могут контролировать люди, рано или поздно обратит свою силу против своих хозяев. Кристалл рос, и у него появилось собственное сознание. Однажды гордыня толкнула меня использовать его как оружие в войне. Это и привело нас к гибели. Что произошло, скорее всего, в Волчьем дожде. И в Атлантиде то же самое случилось. И вот поэтому мир канул вот такую бездну. Но нашелся кто-то, кто начал, скажем так, составлять план по возвращению мира в нормальное русло. И это был Дарси. И знаете, мне очень понравились эмоции каждого, как сейчас тут все было проиграно. Мне очень понравились вся команда наша. Ну, Киба, как всегда, больной. Я готов, и я пойду. Суме, как всегда, очень даже хладнокровный. Далеко не уйдет, догоним его попозже. Мне очень понравилось, как Квинт посмотрел на Блю, когда Блю защищала Кибу. Не надо! Блю! О, это было реально круто. Как он, почему? Это, то, 10-е, 20-е, 30-е, что происходит, что да как? Это у него мозг включился, понимаете, как-то. Зачем? Зачем ты так, Блю? Блю! И схватили Шер с Львовски, схватили вместе с Чезой. Кстати, очень интересный момент. Вот поэтому мне показалось, что это концовка первой половины. Потому что все, Дарси не стало. Теперь Чеза у Джагары. Ну и угадайте, куда отправятся наши герои. Теперь в княжество Джагары. Ну как-то так. Что ж, дорогие друзья. Это была 14-я серия Волчьего Дождя. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю Волчий Дождь на несколько серий вперед. Без маскировки кадра. И без вырезания музыки. Господи, в этой серии музыку здесь вырезать, это просто перекреститься надо. Потому что надо, чтобы Бог меня простил. Потому что тут музыку вырезать нельзя. Она так подходит к каждому случаю, каждому эмоциональному и каждому персонажу, что, не знаю. Удачи. Увидимся уже на 15-й серии.